Всем салют! В сегодняшнем еженедельном выпуске на канале «Где моя клюшка, чувак» мы расскажем вам о продолжении фильма, которого пришлось ждать чуть больше 10 лет, под названием «Российская тройка нападения в НХЛ». Но перед этим не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, а мы начинаем. Приятного вам просмотра! В истории НХЛ я насчитал навскидку 10 троек, в которых играли исключительно россияне. Это тройка Королева в Сент-Луисе, Ларионова в Сан-Хосе де Троиде, Симака в Ванкувере, Немчинова в Нью-Джерси, Германа Титова в Питтсбурге, Виктора Козлова во Флориде, Сергея Самсонова в Монреале и Сергея Федорова, которая точно наиболее вам знакома, за Вашингтон. Если у вас будут какие-то дополнения, пишите обязательно в комментариях. И в этом сезоне мы получили такую долгожданную 11-ю новую тройку. Это Марченко, Воронков и Чинахов. Пока ее очень сложно назвать какой-то легендарной, но в последних матчах они регулярно играют вместе, и это уже приносит свои плоды. А возраст парней вот совсем недавно перевалил за 20 лет. Я бы сказал, что она образовалась неожиданно, но это не совсем так. Но давайте обо всем по порядку. Для начала разберемся с историей каждого из ребят. Начнем с Кирилла Марченко. Он родился в Барнауле, неплохо проявлял себя на юниорском уровне в Тюмени и вскоре перешел в Ханты-Мансийскую игру. После 2 успешных сезонов за Мамонты Югры был обменен в СКА. И оттуда уже в прошлом сезоне отправился покорять Америку, в Коламбус. На момент перехода Кириллу был 21 год. В прошлом сезоне успел попылить в АХЛ. Он набрал 19 очков в 16 играх за Кливленд Монстерс, а потом за основу Коламбуса провел 59 игр и набрал 25 очков. Марченко играл за все возможные и существующие сборные России. Переходим к нашему центру, это Дмитрий Воронков. Дима родился в Ангарске, там и начал свою карьеру за местный Ярмак, а к своему 18-летию перешел в систему казанского Акбарса, где не сразу, но все же получилось проявить себя уже на взрослом уровне. И в 5-м сезоне в КХЛ Воронков провел 78 игр, включая плей-офф, в которых набрал 43 очка. Но после сезона 22-23 его, потеряя руки, поджидал уже Коламбус. Ведь еще в 2019 году на драфте НХЛ жакеты выбрали Дмитрия под общим 114 номером. Далее у нас самый молодой игрок из этой тройки Егор Чинахов. У Егора с историей все немного проще. Родился он в Омске, хоккеем начал заниматься там же и в возрасте 19 лет дебютировал в КХЛ, естественно, за Омский Авангард. Чинахов быстро смекнул, что в КХЛ задерживаться не стоит, и после этого же довольно успешного сезона, а в нем Егор провел 53 игры и набрал 24 очка, молодой талант уехал покорять Штаты, ведь в октябре 2020 года был выбран Коламбусом под общим 21 номером на драфте НХЛ. Как вы поняли, это видео не об истории легендарной тройки, какими стали некоторые их предшественники, а скорее такой некий взгляд в будущее, которое может наступить уже совсем скоро, ведь предпосылки уже к этому есть. Теперь предлагаю рассмотреть именно нынешний сезон, что получается, что нет. Вообще, сколько ребята провели игр вместе и почему эта история имеет долгосрочную перспективу. Вообще, в этом сезоне за Коламбус в составе парни появлялись вместе всего 18 раз. Объединил молодых талантов только 5 игр назад. Давайте кратко взглянем на цифры за эти 5 игр. Начнем с Егора, который проводил на площадке в среднем чуть больше 15 минут с показателем полезности плюс 2. Заработал он 3 очка. Кирилл же играл примерно столько же. В среднем это 15,5 минут. Набрал те же 3 очка и заработал те же 2 очка показателя полезности. Удивительно. А Дмитрий же несколько выделялся. Хотя он и набрал те же 3 очка, и показатель полезности его заставил плюс 2, на льду он все же провел чуть меньше. Это порядка 13 минут. Цифры, прямо скажем, не вау, но для начала пойдет. Что же заставило меня поверить, что у этой тройки есть будущее? Это их последний матч, где парни на троих набрали 8 очков, а Марченко благодаря этому матчу быстрее всех в истории Коламбуса забросил 30 шайб. Ему понадобилось на это 86 игр. Коламбус обыграл Сент-Луис со счетом 5-2 на домашней арене. Кирилл забил 1 шайбу, Егор 2. Также Чинахов и Марченко записали на свой счет по передаче и в итоге были признаны 1-й и 3-й звездой матча соответственно, а Воронков отметился 2 передачами. Хотелось бы еще остановиться на других цифрах, уже в контрактах этих парней. У Чинахова контракт с окладом 800 тысяч в год, а заканчивается он уже следующим летом. Такая же ситуация и у Кирилла Марченко, но заработает он за этот год несколько больше, это 925 тысяч долларов. Оба игрока станут ограниченно свободными агентами, то есть к концу сезона ребята будут ждать
квалифицированное предложение от Коламбуса еще на 1 год с минимальной зарплатой в 105% от предыдущего оклада, согласно правилам НХЛ. Если они продолжат играть на таком уровне, то я думаю, Коламбус захочет сохранить и Кирилла, и Егора. Что же касается Воронкова, у него ситуация чуть проще. Его контракт рассчитан еще на 2 года, зарплата точно такая же, как у Марченко, $925 тысяч. В заключение, друзья, скажем, что эти 3 молодых хоккеиста уже показывают неплохую игру и химию на льду, получают достаточно доверия от тренерского штаба и обязательно будут прогрессировать и расти. И давайте вместе, как минимум в этом сезоне, поболеем и поддержим ребят. А если вы хотите поддержать наш канал, то обязательно подписывайтесь на него в YouTube, в Телеграме и ставьте лайк к этому видео. Увидимся, всем больше хоккея.